В Гамбурге впервые встретились президенты России и Америки. Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали почти в 4 раза дольше того времени, которое отводил Белый дом. Более 2 часов. Гамбург сегодня основной источник новостей мирового уровня. Саммит Большой Двадцатки на фоне попыток полиции сдержать антиглобалистов, которые все крушат и жгут. Все это будет в деталях сегодня, но прежде о том самом давно ожидаемом разговоре, на который возлагали большие надежды. Репортаж Антона Верницкого. Большие саммиты очень похожи с точки зрения организации на спортивные соревнования. В том смысле, что на двусторонних встречах одна из команд условно считается хозяином, а вторая гостем. В Гамбурге на первой в истории встречи Путина и Трампа условными хозяевами были американцы. Видимо, это и придавало значимости девушки из окружения американского президента, пытавшейся докричаться до журналистов. Пожалуйста, отойдите все немного назад, иначе сюда никто не войдет. Интерес ко встрече был таким огромным, что делегации заранее договорились. На ее начало попадут по 12 журналистов с каждой стороны, не больше. Об уровне ажиотажа может судить хотя бы вот такая сценка. Журналисты кремлевского пула проходят сейчас на встречу Путина и Трампа. Вдоль стен стоят делегации, которые ожидают, когда лидеры государств пообщаются между собой. Сразу стоит сказать, что ждать делегациям пришлось долго. Несмотря на то, что Белый дом перед ее началом распространил информацию, все займет не больше 35 минут. В итоге разговор продолжался почти 2,5 часа. Трамп и Путин даже пропустили из-за этого одну из общих сессий двадцатки. Господин президент, я рад встрече с вами. Мы с вами уже обсудили целый ряд вопросов и будем продолжать это делать. Я с нетерпением ожидаю от нашей встречи позитива для Соединенных Штатов и России и всего мира. Для меня большая честь встретиться с вами сегодня. Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивные двусторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи лично необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы и сказали, наша встреча принесет позитивный результат. Формально это была все-таки не первая их встреча. Они повстречались еще утром, когда хозяйка саммита Ангела Меркель, встречавшая гостей по одному, приглашала их в небольшой зал ожидания. Тут-то и появились кадры первого в истории рукопожатия лидеров. Сейчас это короткое видео рассматривается чуть ли не под лупой. И физиономисты, и психологи пытаются сделать выводы о том, что же это было. Трамп точно не сжимал сильно руку коллеги, равно как и Владимир Путин этого не делал. Картинку и замедляли, и увеличивали. Психологи уже говорят об интересе президентов друг к другу и отсутствии агрессии при этой встрече. Не зря оба президента стали улыбаться после того, как американские журналисты попытались задать вопрос про якобы российские хакерские атаки. Потом фотографы еще дважды просили Путина и Трампа пожать руки, а те, понимая важность момента, соглашались. Позже, уже на встрече с японским премьером, Владимир Путин, извинившись перед Синдзо Абе, тому пришлось ждать больше часа, рассказал, о чем же был первый обстоятельный разговор с Дональдом Трампом. Синдзо, я вначале хочу извиниться, мы задержались, у нас была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов, там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности. Что и я, и от его имени мы приносим извинения. Но я очень рад тебя видеть. Как мы договаривались, совсем недавно на островах Курильской гряды побывала делегация деловых людей Японии. Мы будем двигаться по пути наших договоренностей. Рад возможности на полях двадцатки еще раз встретиться. Я ожидал сегодняшнюю нашу встречу. Для урегулирования проблем в Сирии, на Украине необходима встреча лидеров США и России. И я рад, что сегодня она состоялась. Наши двусторонние отношения развиваются поступательно. Это необходимо для заключения мирного договора между Российской Федерацией и Японией. Понятно, что эта встреча – ключевой момент саммита, интерес к которому подогревал в том числе и сам Дональд Трамп. Накануне в Варшаве, куда он съездил перед двадцаткой, он неожиданно заявил о дестабилизирующей роли России в Восточной Европе. Но уже утром следующего дня у себя в Твиттере он написал, что очень ждет встреч со всеми лидерами двадцатки, но особенно с Владимиром Путиным. На встрече присутствовал госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который позже рассказал, что речь на встрече шла и про кибербезопасность, и про урегулирование ситуации на Украине. При обсуждении Украины
Американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса и условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, эти возможности, которые есть у США, и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей. Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций. В США, между тем, утром, когда стало известно, что во встрече примут участие члены делегации, разгорелся скандал. Почему там нет советника по безопасности Макмастера, человека, которого за антироссийскую позицию называют ястребом в окружении Трампа? Шла речь на переговорах и о Сирии. Трамп еще накануне говорил о новых предложениях. И вот стало известно, что США и Россия готовятся объявить о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии, начиная с 12 часов воскресенья. Эту информацию уже подтвердил Сергей Лавров. И еще два примечательных момента с первых переговоров Путина и Трампа. Когда журналистов пустили в зал, президенты там уже сидели и беседовали. При виде прессы Дональд Трамп весь свой текст произнес, глядя в телекамеры. Владимир Путин говорил со своим коллегой, глядя ему в глаза. Антон Берницкий, Павел Волконский, Валерий Севастьянов, Первый канал. Гамбург, напомню, принимает сегодня лидеров стран Большой Двадцатки. Германия как раз сейчас не председательствует на фоне противоречий с Соединенными Штатами. Здесь много непростых моментов. И о них еще один мой коллега в Гамбурге, Иван Благой, присоединяется к нам в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Виталий. Вы слышали слова, которые произнес глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Высказался также и его американский коллега Рекс Тиллерсон. Высказался в несколько неожиданном формате, без телекамер, насколько нам известно. И вот сейчас Тиллерсона активно цитирует информационное агентство также всего мира. И что можно сказать? Из того, что он заявил, Путин и Трамп говорили о будущем отношении между двумя странами. Это понятно. А Сирия, о Северной Кореи, которая продолжает ракетные испытания. А также важный момент, еще со слов Тиллерсона, Трамп поднял вопрос о предполагаемом вмешательстве в России в американские выборы. Речь о более чем одном случае, добавил госсекретарь. Впрочем, Владимир Путин все это во время встречи, все эти обвинения отверг. Это уже слова главы российского МИДа Сергея Лаврова, который тоже был на переговорах. Президенты, добавил Лавров, договорились создать рабочую группу по информационной безопасности. Еще также, как сказал Сергей Лавров, Россия и США создадут канал связи для продвижения урегулирования на Украине. Это может означать, что Запад понимает, на власти в Киеве надо давить, чтобы они выполняли свою часть Минского мирного плана. По Сирии с полудня воскресенья, опять же, по словам Лаврова, будет действовать перемирие в зоне деэскалации на юго-западе страны. Этот режим будет поддерживать Россия, Америка и Иордания. Министр также вспомнил пока болезненные дипломатические вопросы между Москвой и Вашингтоном. Речь идет о назначении послов в обе страны. В общем, это назначение обещали ускорить. За нашу дипсобственность, заблокированную в США, придется побороться. Ну и в заключение Лаврова спросили, можно ли по итогам встречи назвать президентов, цитирую, коллегами, партнерами или даже друзьями. Министр ответил, что это уже беллетристика, а решать уже самим журналистам. Ну и теперь возвращаемся к тому, что происходит сейчас в Гамбурге. Сейчас в Гамбурге для лидеров двадцатки и их вторых половин дают концерт. Звучит Бетховен в новой отстроенной филармонии на берегу Эльбы. И естественно, не прекращаются протесты. Дело в том, что активисты экологической организации Greenpeace установили на понтоне, то есть на воде, 7-метровую статую Трампа для того, чтобы он ее увидел и задумался о Парижском соглашении о климате. Также к филармонии продвигалась толпа из нескольких тысяч человек, которую остановили лишь в 2 километрах, остановили водометами. Есть попытки прорваться к филармонии даже с воды. Полиция сообщает о 15 лодках, моторных лодках, резиновых, которые на высокой скорости двигались в сторону филармонии, а также о 22 пловцах. Речь, опять же, идет об активистах Гринписа. Но, конечно же, это не все, что проходило сегодня в Гамбурге. Большой саммит, и о нем расскажет мой коллега Анатолий Лазарев.
Большая двадцатка началась с пятерки. Перед открытием заседания, как говорят дипломаты на полях саммита, состоялось событие сопоставимого международного масштаба – встреча лидеров стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Главы этих 5 государств традиционно встречаются перед G20, чтобы скоординировать позиции. Сейчас, судя по выступлениям, на первый план выходит проблема недобросовестной конкуренции, как экономической, так и политической. Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимные торговые и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики. В этой связи двадцатке следует энергично отстаивать принципы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговли, закрепленные в универсальных правилах Всемирной торговой организации. Актуальность этой проблемы отметил и председатель КНР Си Цзиньпин. Мы видим, что происходят изменения глобального политического и экономического пейзажа. С одной стороны, мировая экономика идет на поправку. С другой, мы видим, что есть негативная реакция на глобализацию. И некоторые экономики входят в противоречие друг с другом. Именно на таких мероприятиях и определяется вектор мирового развития при активном участии России. Политика, экономика, экология, энергетика – темы, обсуждавшиеся на заседании БРИКС, как зеркало повестки дня Большой двадцатки. Россия – надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки во многие страны и регионы мира. Намерены и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен. Сообща с другими государствами, поставщиками и потребителями топлива, обеспечивать глобальную энергетическую безопасность. На правах хозяйки саммита перед началом работы Большой двадцатки гостей встречает канцлер Германии. Приветствует каждого персонально, по очереди. А потому интересно наблюдать за ее реакцией. Президент России Ангела Меркель встретила весьма тепло и радушно. Рукопожатие чуть более долгое, чем, возможно, нужно по протоколу. Одним какими-то фразами оба улыбаются. С президентом США Меркель достаточно сдержана. Отношения между странами сейчас напряжены. Трамп пытается активно и часто прямолинейно устанавливать в Старом Свете свои правила. И Германии это не нравится. Меркель жестом призывает Трампа пройти дальше в зал. Он, наоборот, задерживается и позирует фотографом. Кстати, Трамп – единственный глава государства, на пиджаке которого нет значка с символикой саммита. Геополитика налицо и на лице. Перед началом заседания Большой двадцатки большое групповое фото. И Путин, и Трамп в первом ряду. Только президент США на непривычном для себя месте, не в центре. Сначала совсем с краю, но затем все-таки сдвинулся на одну позицию. Крайним оказался еще неопытный президент Франции Эммануэль Макрон, который не сразу понял, где должен стоять по протоколу, хотя все места помечены табличками с названиями стран. Затем главы государств проходят в зал. Ангела Меркель и Владимир Путин продолжают беседу, начатую сразу после фотографирования. Трамп то делает вид, что изучает документы, то пытается через переводчика завязать беседу с президентом Турции Эрдоганом. Президент России тем временем уже общается с соседом по рабочему столу, президентом ЮАР. Судя по реакции обоих, общение явно неформальное. Но вопросы на повестке дня самые серьезные. От глобальной экономики и миграции до вопросов развития стран Африки и энергетики. Разногласия порой на грани противостояния, особенно по вопросам международной торговли и экологии. Президент США недавно объявил о выходе из ключевого Парижского соглашения по климату. Мы все знаем о больших глобальных вызовах и знаем, что время поджимает. Мы можем найти решение только если будет достигнут компромисс. Мы не должны слишком прогибаться, но мы должны сказать четко, что нас объединяет, а в чем наши взгляды расходятся. Сегодня все ждут от нас конкретных результатов. Саммит Большой двадцатки – это еще и хорошая возможность для двусторонних встреч. Президент России провел переговоры с главой Южной Кореи. Говорили о сотрудничестве на Дальнем Востоке, о Северном морском пути и о северокорейской ядерной проблеме. Очень острой, конечно, является проблема северокорейской ядерной программы. Здесь главное не терять самообладание, действовать прагматично, очень аккуратно. Мы считаем, северокорейская ракетная ядерная провокация становится не только угрозой для Корейского полуострова, это угроза для всех, для всей Северо-Восточной Азии. Прагматично и аккуратно. Универсальный подход к решению любых проблем на повестке дня Большой двадцатки. Завтра саммит продолжит свою работу. Анатолий Лазарев, Марина Елисеева, Александр Горностаев. Первый канал. К главному событию дня – первой встрече